Шаг французских парламентариев, конечно, достаточно занятный для изучения и внимательной экспертной оценки, хотя бы потому, что демократия, когда голосует 45 человек и принимается закон, который позволяет людей сажать в тюрьму или брать за это 45 тысяч евро, он сам по себе уже, так сказать, вызывает, по меньшей мере, недоумение, как можно в демократической стране принимать законы похожим путем. Возможно, это особенности демократии, которые нас стремятся привести, стремятся, чтобы мы к ней пришли. Но в отношении турецко-азербайджанских связей здесь, я думаю, что слово «дальнейшее укрепление» существующему союзу уже даже тоже сложно применимо, потому что союз Азербайджана и Турции скреплен не только нефти- и газотрубопроводами, также железной дорогой и торговыми экономическими связями, человеческими связями. Дальнейшее укрепление разве что можно употреблять как такой дипломатический термин, какой-то реверанс и еще большему сближению двух стран. Тандем Турция и Азербайджана существует, достаточно успешно развивается. Последние события вчерашнего дня доказывают о том, что две страны способны договариваться при всех тоже внутренних каких-то противоречиях и, так сказать, братских терках, если так можно назвать. Подписанное соглашение о строительстве газопровода, в котором Азербайджан будет финансировать 80%, участие Турции 20%, тоже свидетельствует о том, что отношения между странами переходят из разряда старшего брата, младшего брата, какое возможно было в начале 90-х годов, к реальному равноправному партнерству двух равных и сильных стран, самых сильных стран региона, по сути. В отношении Франции, естественно, будет реакция также двойная. Во всех международных организациях Турция, Азербайджан и доселе выступали с единых позиций. Здесь же основная цель будет поставлена на то, чтобы, на мой взгляд, наверняка решить Францию поста сопредседателя Минской группы ОБСЕ, потому что реально этим самым законом, пусть даже он и не вступит в силу априори, там есть еще Сенат и есть решение, подпись президента, но само по себе такое отношение к процессу, оно действительно заставляет задуматься о реальности посредничества. Даже Россия при всех тесных связях с Арменией гораздо больших, чем Франция, ведет себя достаточно дипломатично и не позволяет себе таких открытых выступлений, открытых демаршей, по сути, в отношении региона Турции и Азербайджана. Другой вопрос, если опять-таки смотреть дальше, кем заменять Францию в Минской группе, я не исключаю, что в этом случае кандидатура Великобритании может быть наиболее приемлемой, как представить, потому что, насколько понимается, здесь должен быть представитель Евросоюза, потому что есть две сверхдержавы, две большие. Германии, насколько я понимаю, Германия немножко далека, она и до этого была немножко далека именно от этого разрешения этого конфликта. Исходя из исторических параллелей, ей гораздо ближе и удобнее разбираться с Грузией, чем с Нагорно-Карабахским конфликтом. Италия вряд ли. Италия, ей сейчас им бы сейчас своими проблемами разбираться, а Великобритания наиболее, во-первых, это один из основных партнеров региона, именно региональной интеграции, в прямом смысле слова. У нее есть интересы в регионе прямые, о BP даже и говорить в этом случае даже не приходится. BP для региона это очень важное значение. Соответственно, она скорее согласится взять на себя посредническую миссию. Ей это будет удобней, и ей это понятно, потому что британские дипломаты очень хорошо знают регион. Соответственно, им будет легче, они быстрее войдут в эту систему отношений.
Вот. Но это опять-таки чисто предположение, возможно разные варианты, но я не допускаю, что здесь, допустим, кто-то придет из Азии в сопредседатели Минской группы, и, соответственно, ну, Турция, она входит в большую Минскую группу, допустим, ОБСЕ, не входя в сопредседательство, но Турцию, конечно, будет очень много вопросов в той же Армении, чтобы Турцию включать непосредственно в сопредседателя Минской группы ОБСЕ.